Лондон – вторая столица мира в рейтинге с самым большим числом ресторанов с мишленовскими звездами. Но сегодня меня интересует другое. Привет, меня зовут Лена, и вы на канале Операция Релокация. И сегодня мы приглашаем вас с нами отправиться в путешествие по самым необычным ресторанам Лондона. Dans le noir. В переводе с французского «в темноте». В темноте можно делать много чего. Например, спать. Но то, чтобы кушать в темноте, такого я еще не пробовала. Если у вас есть аллергия, обязательно сообщите ресторану, на что именно, потому что вы узнаете о том, что было у вас на тарелке, только после того, как они окажутся уже пустыми. Вот такой вот сюрприз получается. Работают в ресторане люди с нарушениями зрения, а блюда подаются на ощупь. Говорят, что когда мы не видим еду, то мы все чувствуем намного сильнее и вкус усиливается. Вот и проверим сегодня. Здравствуйте, Елена, я Майкл. Добро пожаловать в Dans le noir. Итак, вот что будет. Вы положите свою правую руку на мое правое плечо, и мы пойдем с вами как паровозик внутрь комнаты. Когда вы сядете, ничего не трогайте на столе. Позже я объясню, что находится на вашем столе. Итак, вы готовы войти? Да, готова. Да, прекрасно. Итак, кладите правую руку на мое правое плечо, и мы заходим внутрь. Вы слышите мой голос? Продолжайте идти на мой голос. Хорошо. Итак, уберите руки со стола, пожалуйста. Хорошо. Прислушайтесь к звуку тарелки. Она будет перед вами. Приятного аппетита! Очень-очень странно, потому что даже не очень понятно, как мне захватить еду. Очень необычно, потому что я даже не могу понять, как положить что-то себе на вилку, как оно будет ощущаться. Моя гипотеза, что это тартар или что-то такое, потому что очень соленое и такое немножко волокнистое, как мясо, но не совсем. И еще есть какая-то свежесть овощей. Чудесная. Слушайте звук вашей тарелки. Хорошо. Пользоваться в темноте приборами это еще сложнее, но ощущается как что-то, что нужно разрезать. Я уверена, что это мясо. Хорошо. А какое мясо? Говядина. Стейк. Оно такое хорошее, оно идеально не пересоленное, оно такое мягкое. Мне кажется, у меня даже не существует, если честно, в лексиконе достаточно слов, чтобы описать вот опыт, который я сейчас получаю. Ничего в жизни другого я такого не пробовала. Удивительно. Так как меня научили, сказали, что нужно положить палец, и я наливаю воду в темноте, и я жду, пока я почувствую пальцем эту воду, и тогда я пойму, что мой бокал наполнен. Oh, yeah, I read it. Cool. Наконец-то десерт. Еще раз прислушайтесь к звуку вашей тарелки. Приятного аппетита. Похоже, желе. Причем я почувствовала, потому что попыталась взять кусочек, а он такой тяжелый и как бы... Не угадала. Это не джелли. Типа панакоты, наверное, но только более плотный, очень сливочный, очень нежный. Что-то также тут есть фруктово-кисленькое в конце. Не знаю, как будто бы как варенье или как джем. Очень сложно идентифицировать. Такое необычное ощущение. Мне так сложно даже чем-то поделиться, потому что тут нет музыки. И
Обычно ты смотришь, по сторонам, что-то рассматриваешь, а тут даже это сделать нельзя. То есть все абсолютно, все мое естество, все чувства, которые испытываю, они исключительно сконцентрированы на этой еде. Как будто бы весь вкус усилился в миллион раз. Очень приятно, я прямо чувствую, как моя голова отдыхает от бесконечного потока информации, который я все время получаю. Итак, опыт мой закончился. Это было что-то невероятное. Честно, я хочу сюда вернуться еще, позвать друзей, чтобы мы все вместе сели и делились догадками о том, что мы кушаем. Это все так здорово и так клево испытать что-то настолько отличное от обычной реальности. Очень клево, что социальную повестку поднимают. И если мы говорим именно о блюдах, то они были очень-очень вкусные. Все полностью, ни одного изъяна. Честно, прекрасный ужин. Как вам? Все понравилось? Да, мне очень понравилось, это было великолепно. Не могу дождаться, чтобы увидеть, что же я сегодня попробовала. Хорошо, итак, ваша закуска – это была рыба. Что? Да, это был тартар из сибаса. О, я догадалась, что это тартар. Теперь основное блюдо – это был стейк из телятины. И вы угадали десерт. Это была кокосовая панна-котта. Большое спасибо, это было замечательно, отличный опыт. Мы рады, что вам понравилось. Я обязательно вернусь, чтобы попробовать ваше осеннее меню. Le Petit Chef – это не просто ресторан, это специальный проект лондонского кабаре-клуба и южнокорейского агентства Too Spicy Entertainment. За ужином вас будет обслуживать маленький шеф-повар, рост которого не больше 6 сантиметров, а на вашем столе разыграется целое 3D-представление. И, конечно же, тарелки тоже будут 3D-шные, а потом их поменяют уже на настоящее блюдо. Для шоу используют тематическую музыку, реквизиты и, конечно, изысканную кухню. Не могу дождаться начала представления. И покушать тоже не против. Я болею за нее. Thank you. Вот такое блюдо сготовила нам шеф Мария. Очень приятно, спасибо ей большое. И попробуем первые кусочки. Очень вкусно, потому что овощи ощущаются супер свежими. Вот тут эта чудесная шефиня плясала и делала это вкуснейшее песто, но реально очень вкусное. Ощущается, как будто бы реально было истоптано прямо сейчас. Простой супер салат, то есть просто помидоры, немножко взбитого крема, если не ошибаюсь, как будто бы взбитый йогурт. Если честно, клево, чтобы нам показали каждый ингредиент, который будет внутри. И в итоге мы сейчас и получили, и это все реально свежее, и чувствуешь себя, правда, как будто бы ты на конкурсе шефа. Ням-ням-ням, очень вкусно. Мясо само, оно такое нежное, его так легко кусать, так легко его кушать. Очень мягенькое, простое и вкусное. Итак, мои мысли по поводу этого места. Было честно вкусно.
Блюда достаточно простые. Мне кажется, что это отличное место, чтобы посетить его с детьми, особенно для детского праздника. Очень интерактивно, участвуешь в выборе лучшего шефа, все хлопают в конце, когда кто-то выиграл. Ну, и это здорово. Я рада тому, что этот опыт произошел со мной. Золото, красный бархат, маски, кованые балконы – все прямо как в оперном театре. Но есть нюанс. Это интерьер ресторана, в который мы направимся прямо сейчас. И наслаждаться будем не только едой, но и музыкальным выступлением. Опера в ресторане – это точно что-то новое и необычное. Говорят, что созданием всего этого роскошества послужило вдохновение оперы Моцарта «Волшебная флейта». А что мы будем слушать сегодня? Для нас секрет. Нас посадили прямо на балкон, откуда обычно открывается лучший вид в театре. В данном случае в ресторане нам будет идеально видно сцену. Сарастра – это ресторан средиземноморской кухни, поэтому я заказала мусаку, которую мне только что принесли. Посмотрим, из чего тут складывается это блюдо. Кусочек риса, баклажаны, кабачки, очень аппетитно выглядящее мясо, которое пахнет не менее вкусно. Какой-то сливочный соус, похожий на сметану, но какой конкретно, нужно попробовать. А внизу что-то такое мягкое, нежное, что я не могу понять точно, чем является. Скорее всего, тоже еще кабачок. Но он тает во рту, вот прям тает. И сочетание с этим текстура мяса рубленого очень хорошо комплементирует друг друга. Прям вот очень хороший матч у них случился. Очень вкусно. Как по мне, гастроприключение удалось. Каждый ресторан был по-своему уникальный, и я точно получила несколько опытов в свой лав-лист. Например, туда 100% войдет ресторан в кромешной темноте. Сам опыт невероятный. Пожалуйста, если вы еще не подписались на наш канал, обязательно это сделайте. Мы очень много покажем вам Лондона и не только. А также, если вы были в одном из этих ресторанов или хотите пойти, обязательно делитесь этим в комментариях. Очень интересно будет почитать.